Уловистая рыболовная насадка для ловли карася, которая сейчас по осени показывает шикарные результаты на реках и озерах, на поплавочную удочку отлично подходит и помогает поймать гораздо больше карасей, нежели на другую рыболовную насадку. Узнал я об этой рыболовной насадке буквально года два назад, поехал на рыбалку. Все сидели там, кто один карасик, а кто два, а один рыбачок тягал один за одним шикарных красивых карасей. Рыбалка у него была гораздо эффективнее, нежели у всех остальных, кто находился в данное время на этом водоеме. Ну что ж, подошел я, поинтересовался. Готовится очень легко, я уже такое что-то делал, но я делал более замудренное, долго приходилось мутить. А он рассказал мне рецепт, как приготовить ее гораздо быстрее. Она будет не менее эффективнее, а может даже и лучше. Любой, даже самый юный начинающий рыбак сейчас может сесть дома спокойненько приготовить, выехать на реку или на озеро и половить красивых осенних карасей. Как она готовится, давайте я вам сейчас быстро расскажу, но досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить ни одного момента, потому что запортачите, получится не то, и результат может быть совсем другой. Смотрим до конца. Интересная, уловистая рыболовная насадка для ловли карася осени. Нам понадобится. В моем случае я взял вот такое вот картофельное пюре, сухое. Но если у вас есть вареная картошка уже приготовлена, берем обычный вареный картофель. Я же взял вот такой Big Lunch. Здесь вот этот порошок, это как не что иное пюре картофельное. Залил его кипятком уже в стаканчик, насыпал пюре, налил кипятка, и оно уже стало нашей картофельной пюрешкой. Что нам понадобится дальше? Берем обычный вот такой вот кирпичик, серый черный хлеб. Дальше корку мы отрываем, она может пойти в прикормку отлично добавить, но нам нужен мякиш. И мы его сюда вот так вот крошим, чтобы получилась у нас такая консистенция, чтобы можно было катать катышки, шарики, что угодно можно придумать в названии. Главное, чтобы оно хорошо держалось на крючке. По моему мнению, на карася это самое лучшее. Я приготовлю сейчас без добавок, а в конце видео досмотрите, расскажу, что сюда можно добавить. Итак, вот такая вот штука. Вынимаем со стакана. Специально все это дело запихнул в стакан, чтобы лучше вам было видно. Лучше, конечно, готовить в тарелке, тогда эти крошки не будут лететь. Смотрим, ага, жидкое, значит добавляем еще хлеба. Хлеб добавляем до тех пор, пока наша насадка не станет хорошо лепиться. Нету определенных пропорций, там, допустим, пол картошины и 3 куска хлеба. Все это делается на глаз. Смотрим, разминаем. Стало хорошо лепиться, значит всего достаточно. Если видим, что картошки еще многовато, значит потихонечку добавляем хлеб. И мнем. Смотрите, сколько тут. Минута у меня, и получается вот такое обалденная картофельная хлебная насадка. Шикарно работает по карасю. Я, если честно, наверное, лет 20 назад только на эту насадку и ловил. Как-то тоже мне про нее рассказали. Есть у нас одно озерцо, там клевал карась. И вот именно он клевал на хлеб с картошкой. Ничего ему другого больше не надо было. Там была куча рыбаков, и все сидели именно с хлебом с картошкой. Ну что, готова наша насадочка. Все, достаточно хлеба, достаточно картошки. Смотрите, отрываем кусочек, катаем вот такие вот шарики, надеваем на крючочки. Но это еще не все. Ее можно сделать еще более уловистой. Например, добавить сюда чеснок. Берем зубчик чеснока, мелко режем и прям в насадку тоже вот так закатываем. Хлеб с картошкой напитается ароматом чеснока и придаст карасю еще больше аромат. Можно добавить укроп. Тоже шикарно работает. Сухой укроп прям сюда тоже насыпаем в эту насадочку. Переминаем, даем настояться. Обалденный шикарный аромат. Я использовал и с укропом, я использовал с чесноком. Можно, конечно, поэкспериментировать, добавить сюда какие-нибудь различные аромы. Допустим, как мы иногда использовали арому недавно семечку. Я думаю, если ее сюда добавить, будет тоже обалденный запах. Понравилось видео? Бахни лайк. Есть что сказать, пиши в комментарии, все читаю. Ну а я поехал на очередные рыболовные приключения. Подпишись на канал, ведь завтра выйдет новое интересное видео. До скорых встреч, пока-пока. Пока.